Всем привет! Сегодня мы будем шить сумку-чехол для швейной машинки. Вещь эта очень нужная, особенно для тех, кто редко пользуется машинкой, либо часто в разъездах и приходится с собой брать машинку. Что нам для этого понадобится? Вы должны измерить свою машинку. У меня получились такие размеры. Длина 38 сантиметров, высота 29 сантиметров и ширина 15 сантиметров. Размеры сумки я сделаю 43 на 34 и на 20 сантиметров, чтобы она была немного больше. И вследствие этого у нас получаются вот такие вот размеры. Эту схему я приложу в описании под видео, и также в описании напишу дополнительные размеры. Вы можете шить, допустим, из остатков ткани, то есть из разных лоскутков, либо можете из одной ткани делать, на ваш выбор. У меня много вот такой вот ткани, поэтому я решила все из одной ткани сделать. Также еще дополнительно к ткани нам понадобится синтепон. По одному слою достаточно. Берите либо 100-й, либо 150-й синтепон, чтобы проще было шить. В общем, на ваше усмотрение. Что у вас будет, то и используйте. Детали я уже вырезала, подготовила. И на внутренней стороне я сделала вот такую вот разметку. Расчертила такими вот квадратиками. И простегаю все детали. Лицевую часть, внутреннюю и синтепон еще между ними будет. Синтепон можете вырезать либо такого же размера, либо немного больше, если у вас возникают проблемы со стежкой. Также не обязательно простегивать, либо можно сделать большие квадраты, тоже тут на ваше усмотрение, опять же. У меня квадратики 5 на 5 сантиметров. Чтобы проще было, я из картона вырезала такую полосочку шириной 5 сантиметров и с помощью нее отмечала. Особенно легко с этой полосочкой, с этой заготовкой, вот на таких вот узких деталях. Сейчас я буду все детали простегивать между собой и также покажу вам, как я это делаю. Итак, приступаем к простегиванию. Соединяем детали. Детали должны у нас смотреть лицом наружу. Между ними слой синтепона. Скалываем очень часто булавками и посередине, и по периметру. На машинке мы выставляем минимальное натяжение нити, так как если будет сильное натяжение, будет сильно стягивать и в итоге пойдет перекос. Если же у вас есть специальная лапка для простегивания, то можете использовать ее. Мне ей неудобно шить, поэтому я шью обычной лапкой. Итак, натяжение нити я поставила на единичку, ширину стежка поставила на 4. У вас могут быть другие показатели в зависимости от вашей машинки. Начинаем шить мы с самого длинного угла, какой вам больше нравится. Не забываем делать закрепки. Пристрачиваем мы не спеша, чтобы ткань не смещалась. Вот так вот мы кладем пальцы вдоль линии и аккуратно помогаем ткани проходить. Сильно мы не натягиваем, просто аккуратно мы удерживаем, чтобы ткань у нас не смещалась. Таким образом, все полосочки по очереди.
Я обычно сначала прострачиваю длинные в одном направлении, потом в другом направлении также от длинных к коротким. Вы прострачиваете так, как вам удобно. И вот так вот делаем все наши детали. В итоге у нас получаются вот такие вот детали. Вот эти вот две длинные детали, это детали, которые мы будем пришивать молнию. И края, к которым мы будем пришивать молнии, нужно обработать либо на верлоке, либо окантовать косой бейкой. Я буду это делать окантовочной тесьмой. Также все внутренние швы. Потом, когда сумка будет готова, чехол, я также окантую их окантовочной тесьмой, чтобы швы были аккуратно выглядели. Если хотите, можно это сделать на оверлоке. Все детали обработать изначально и потом уже сшивать. Окантовывать края я буду вот такой вот тесьмой. Можно любой косой бейкой, трикотажной, атласной, как вам удобно. Есть несколько способов окантовки. Сначала мы берем, прикладываем вот так вот к краю, прострачиваем где-то на полсантиметра примерно, потом мы подгибаем и уже прострачиваем с этой стороны. Я буду делать по-обычному, просто сложу окантовочную тесьму пополам, вот так вот вложу посередине наш край и буду прострачивать на ширину лапки либо на сантиметр. Только нужно аккуратно раскладывать, чтобы и спереди, и сзади строчка у нас зацепила нашу тесьму. Чтобы проще было работать, я тесьму просто прогладила пополам. Если вы используете косую бейку, она уже там середина видна, поэтому в этом плане проще. Если вам сложно сразу пристрачивать, можете вначале приколоть булавками, либо приметать. Вот так вот получается. То же самое со второй такой деталью. После того, как эти детали у нас готовы, мы должны пристрочить молнию. Можно взять либо одну большую по всей длине, либо две маленькие. У меня по 50 сантиметров. Заранее отмечаем середины. Сейчас детали у меня лежат лицом вверх. Берем наши замочки. Вот здесь посередине должны встречаться две вот эти вот собачки. Прикладываем мы следующим образом. Прикладываем лицом к лицу. Вот таким вот образом. Можно расстегнуть. Я буду ориентироваться вот на начало вот этих вот железных штучек. Прикладываем лицом к лицу. Прикалываем.
Вы можете сразу пристрачивать, можно приколоть, можно приметать. Прикалываем только так, чтобы не видно было нашей тесьмы или бейки, чем мы обрабатывали край. Если вы обрабатывали на оверлоке, то значения не имеет. Вторую молнию тоже расстегиваем и прикладываем также лицом к лицу. Получается, одна часть у нас будет нахлестом на другой части. Вот так вот. И также прикалываем по всей длине. И теперь нам нужно проложить строчку ближе к молнии. Пристрачивать я буду специальной лапкой для пришивания молнии, двухрожковой, вот такой. Либо можно вот такой. Такой мне удобнее. Если молнию застегнуть, то это выглядит вот так вот на лицевой стороне. Теперь точно так же нам нужно пристрочить вторую часть молнии к нашей второй детали. Аккуратно кладем лицом вверх. Нам нужно расположить молнию так же, как и в первом случае, то есть она должна быть лицом к лицу. Вот таким образом. Вы можете, если вам проблематично пришивать молнии, все-таки сначала приметать, проверить, все ли совпадает или нет. Потому что для новичков особенно это тяжело сделать. Точно так же мы располагаем, где у нас этого серединка. Можно сразу, чтобы потом не подгибать, сразу подогнуть уголок. Вот так вот. Также располагаем, чтобы не видно было бейки или тесьмы. Таким же образом прикалываем по всей длине и пристрачиваем. В итоге у нас получается вот такая вот деталь. С обратной стороны у нас вот эти вот наши края с молнией топорщатся, поэтому нужно аккуратненько расправить, приколоть булавками и на одинаковом расстоянии прострочить. Можно с лицевой стороны, можно с изнаночной. Здесь, получается, будет такая аккуратная строчка. Где-то примерно на расстоянии 1 сантиметра. Главное, чтобы захватилась и молния, и ткань.
Вот так вот получается. На концах я также зафиксировала замок строчкой. И вот этот вот лишний хвостик, если остался, то можно срезать. Теперь нам нужно сделать ручки. Берем одну полосочку, складываем ее сначала пополам, проглаживаем утюгом и потом к этой середине проглаживаем сначала одну сторону, потом вторую. Потом складываем пополам, прострачиваем с одной стороны по краю и с другой, чтобы было симметрично. Вот так вот. Размер ручек вы также регулируете сами. Мои размеры не обязательно использовать. Можете сделать пошире, подлиннее, либо наоборот покороче. Вот так вот получается. Со второй ручкой то же самое. Вот такие вот две ручки у нас получились. Можно пока их отложить в сторону. Далее для тех, кто будет делать кармашек. Я буду делать один карман. Можно сделать, допустим, 2 кармана больших, смотря что вы... Если как вы часто будете использовать этот чехол и для чего он вам нужен. Если, например, для поездок, то можно сделать 2 кармана. У меня машинка просто будет стоять в чехле. Карман я сделаю, чтобы на всякий случай был. Одного будет достаточно. И потом я его еще прострочу, разделю. Можно пополам, можно поменьше, побольше. Сам кармашек я тоже, как и все детали, простегала, чтобы был плотнее. Также можно было без синтепона просто проклеить между ними слой флизелина. И вверх я также окантую окантовочной тесьмой. Размер кармана я делала по боковой детали. Если вы будете делать его меньше, тогда не забудьте либо подвернуть края, либо также полностью окантовать его косой бейкой. У меня, получается, будет только верхняя сторона открыта, остальные будут все внутри. Вот так вот получается. И можно сразу к передней детали пристрочить. Прикладываем, совмещаем нижние срезы, прикалываем по периметру. Можете сразу пристрочить, можете пока оставить с булавками. Тут на ваше усмотрение, как вам удобнее. И здесь, если вы хотите разграничить карман, можно сделать с одной стороны поуже, с одной побольше, либо одинаково посередине. Я один кармашек сделаю поуже, один пошире. И прокладываем здесь строчку.
Также заранее к боковым деталям лучше пристрочить ручки. Отмечаем середину. И от середины отмечаем нужное расстояние, примерно, где вам удобно. Я отмечу по 7 сантиметров. Концы подгибаем на одинаковом расстоянии и прикалываем. Точно так же на этой детали. Вот так получается. То же самое здесь и на другой детали. Теперь начинаем собирать нашу сумку. Ручку я вот так вот закрепила булавкой, чтобы она не попала под строчку. Отмечаем на всех деталях сверху середину. То же самое на этой детали. С одной и со второй стороны. Складываем лицом к лицу. Совмещаем наши середины. Аккуратно скалываем. Когда мы складываем на уголках, нам нужно вот эту вот деталь чуть-чуть под углом 45 градусов примерно подрезать. Так, чтобы когда мы прокладывали эту строчку, этот разрез не доходил до строчки. Вообще лучше сначала прострочить вот эту верхнюю деталь, чтобы когда мы прикололи вот эту вот часть, чтобы не попала под строчку вот эта вот деталь. Поэтому сначала прострачиваем здесь, отступаем от этого края, здесь где-то примерно сантиметр, можно сразу отметить. И в конце тоже примерно сантиметр мы не дострачиваем. И теперь закрепляем вот эту вот часть. Со второй стороны то же самое. Здесь также мы не дострачиваем сантиметр. Тоже сразу лучше отметить, чтобы не забыть. Потому что мы будем там дальше соединять нижнюю деталь, нижнюю часть. С этой стороны то же самое.
Выворачиваем и проверяем, чтобы все было прострочено и уголки красиво смотрелись. Далее таким же образом мы пристрачиваем вторую деталь, та, которая с карманом. Также прикладываем лицом к лицу, отмечаем здесь середину, прострачиваем сначала сверху, потом по бокам. Вот такая вот у нас должна получиться деталь. Теперь осталось пристрочить низ. Низ у нас состоит из вот таких вот двух прямоугольников. Можно было изначально к этим боковинам их пристрочить. Можно, как я, потом. То есть тут на ваше усмотрение, как вам удобно. Мне так удобнее. Итак, эти детали можно между собой, два прямоугольника, соединить и потом пристрачивать к низу. Либо сначала пристрочить к этим деталям, а потом уже соединить между собой. Я изначально их прострочу между собой, чтобы была цельная деталь. Также вы могли вырезать не две таких детали, а также одну цельную деталь. Получается, ширина у нее 22 сантиметра, длина по 45 сантиметров. Тогда должна была быть деталь 90 сантиметров на 22. Итак, я сейчас соединю строчкой и аккуратно проглажу потом шов. Итак, берем теперь нашу нижнюю деталь и совмещаем нашу середину с серединой вот этой детали. Заранее также отмечаем. И прикалываем. Точно так же, как мы делали верхнюю деталь. Точно так же мы сейчас пристрачиваем, прикалываем и пристрачиваем нижнюю деталь. Также не забываем от этого края отметить сантиметр. И с того края то же самое. На этот сантиметр мы не дострачиваем. И прострачиваем, я уже сказала, точно так же, как и вот эти вот детали. Когда мы прострачиваем вот здесь вот сбоку эту деталь, мы аккуратненько смотрим так, чтобы оно дошло до строчки, дострачиваем, можно отметить себе карандашиком до этой строчки. Также вот этих деталей, я сказала, длина 45 сантиметров. В итоге все-таки они оказались длиннее, и мне пришлось подрезать. Но я считаю, что лучше подрезать, чем когда не хватает. Итак, дострачиваем тут до этой строчки. Я отмечу карандашиком, где тут точка. С этой стороны то же самое. И потом мы соединяем вот эти вот детали. Вот таким образом. И прокладываем также строчку в 1 сантиметр. Со второй стороны то же самое.
И аккуратно прокладываем тут тоже строчку. Вот так вот получается с лицевой стороны. Точно так же и вот с этой стороны. Сумка, в общем-то, почти готова. Осталось только обработать все вот эти вот внутренние срезы. Я вначале хотела обработать также окантовочной тесьмой, но купила я ее не сильно много, не подрасчитала, поэтому мне не хватит, чтобы все обработать. И поэтому я решила, что обработаю все-таки на оверлоке все вот эти вот срезы. Швы я обработала на оверлоке. И на этом сумочка наша готова. Можно убирать туда швейную машинку. Чехол получился больше, чем сама машинка. Я так специально и хотела, так как переживала, что машинка может не поместиться в чехол. Сумка очень удобная. Также можно, допустим, расстегивать здесь сверху и брать просто машинку за ручку. Можно за шлейки. Вот эти вот. В кармашки можно положить ножницы, нитки, всякие принадлежности. В большой отдел можно положить педальку, провод. И все под рукой. Машинка, все принадлежности. В таком чехле машинку не только удобно хранить, но и удобно брать с собой куда-нибудь на дачу, либо в поездку. На этом у меня все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если не подписались, и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. До встречи!